Мы продолжаем. В редакцию YouTube-канала «Бюро» обратился наш подписчик из Сиэтла, Андрей Матвеев. Сейчас Андрею уже 65 лет, а из России он уехал еще 8 лет назад. И сейчас Андрей интересуется, может ли он, находясь в Соединенных Штатах Америки, оформить российскую пенсию, ведь там он проработал очень много лет. Как это правильно сделать и возможно ли это в принципе сейчас? Давайте узнаем. К нам присоединяется лицензированный юридический консультант Карина Дюваль. Карина, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились. Итак, в возрасте 57 лет Андрей покинул Россию и вот на тот момент не оформил пенсию. Сейчас ему 65, хотел бы получить заработанные в течение жизни деньги. Можно ли, находясь в Америке, оформить и получить российскую пенсию, спрашивает Андрей. Хороший вопрос, злободневный, я бы сказала, который волнует очень многих наших соотечественников, и ответ на него положительный – можно. Что для этого нужно? Нужно соблюдение 3 условий. Нужно иметь действительно российский паспорт. Из вопроса не ясно, есть он у него или нет, но если его нет, то нужно его срочно получить, потому что без паспорта оформить пенсию российскую он не сможет. А второе, нужно иметь стаж и нужно иметь соответствующий возраст. То есть, если у него все эти 3 условия присутствуют, то пенсию он оформить может. Ему для этого нужно будет трудовая книжка. Поэтому всем скажу, храните. Вам кажется, что это все уже не нужно, что это прошлое, что это архивы, история. Это не только история, это еще и ваша будущая пенсия. Поэтому храните свои трудовые книжки, как зеницу ока. Если она утрачена, то придется восстанавливать, и, соответственно, это повлияет и на сроки, и на стоимость услуг. Пенсию вам, Андрею, выплатят не с момента возникновения права на пенсию, а в пределах 6 месяцев со дня его обращения. Поэтому чем быстрее он обратится, тем в пенсионный фонд, не в наш офис, тем лучше. А для того, чтобы обратиться в пенсионный фонд, ему еще нужно сделать бумаги, которые делает наш офис, оформить соответствующие заявления, доверенности, собрать документы, подтверждающий стаж, подтверждающее образование. Образование иногда влияет, наличие дипломов иногда влияет. Для женщин влияет количество детей, поскольку они находились в декрете, и это время засчитывается в стаж. Поэтому нужно будет собрать документы. Иногда бывают сложности, когда какие-то записи утрачены или в архиве не сохранилось, тогда нужно подтверждать стаж в судебном порядке. Вы сказали про возраст, просто я вас, извините, перебью. Так сколько? 65 лет, это уже он может иметь право? Это уже достаточно. Да, вы можете договорить. Ну, то есть вот эта путаница в документах, она тоже возможна даже на оформление, казалось бы, просто пенсии, да? Документы всегда надо держать в порядке. Ко мне сегодня пришла пара, девушка делала доверенность на покупку квартиры, а молодой человек давал согласие своей жене на приобретение, опять же, квартиры. Они 20 лет в браке. И только в моем офисе они обнаружили, что в паспорте у нее стоит 12 июня, дата рождения, а в свидетельстве о браке 12 июля. Вот такая вот прелесть. И все, и с этого все началось, что нужно все теперь переделывать, да? А теперь уже планы поменялись, теперь уже не квартиру надо покупать, а вносить изменения в актовую запись о браке, получать повторное свидетельство о браке без ошибки, и потом уже что-то планировать. Спасибо. И не покупать квартиру, в общем, не оформлять. Купят квартиру, просто это займет немножко больше времени. Да, спасибо большое. В общем, учтите, лучше обратиться заранее к специалистам, чем потом жалеть. В любом случае, я думаю, что вы любые практически ошибки исправляли. Поэтому спасибо вам большое за ценную информацию. Вместе с нами была лицензированный юридический консультант Карина Дюваль. Мы вас благодарим и увидимся.